в разрезе административно-территориального деления. Вверху у нас обобщенные данные стоимости квадратного метра нового старого жилья. Новое жилье — это класс А и Б, старое С, Д, Е, Ф. А внизу вы видите табличка такая с расположением ценовых зон, это так называют картографы, или же локациями, где под историческими названиями каждая локация, где, в общем-то, проживают греки, киприоты. И в зависимости от локации мы видим, что стоимость квадратного метра очень даже сильно меняется. Начинаем с карты, друзья. В целом рост нового жилья за месяц, период сравнения у нас июнь с июлем, 0,5%, 0,51%. Также видим, что стоимость одного квадратного метра 3907 евро. Это по новому жилью. Эти же дублирующие данные внизу вы можете посмотреть на табличке. 3907 евро стоимость квадратного метра, естественно, рост плюс 0,51%. Остановив слайд, можете выбрать нужную вам локацию и, в общем-то, понять, сколько стоит объект недвижимости, который вас может заинтересовать. Естественно, как считает общую стоимость общую стоимость квартиры, вы знаете, умножаем, допустим, однокомнатное новое жилье — это 60 квадратных метров, умножаем на стоимость квадратного метра, и вот в среднем получаем среднюю рыночную стоимость того или иного объекта жилой недвижимости. Давайте посмотрим, что произошло за год с новым жильем. Динамика роста, причем на протяжении всего года. И в июне стоимость квадратного метра была 3754 евро. И в июле у нас 2026 года видим, что средняя стоимость квадратного метра 3907, что за год показало рост 4,07%. Друзья, ну вот это очень, как оно называется, адекватное поведение рынка недвижимости. Почему я называю это адекватным поведением? Об этом поговорим чуть позже, когда будем рассматривать макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики острова. Итак, запомнили, что новое жилье подорожало на 4% за год. Следующий слайд посвящен тоже городу, муниципалитету Лимассол, но только это уже старое жилье. И вот здесь, друзья, внимание, за месяц стоимость квадратного метра снизилась на 0,11%. На карте можете прочитать вот это, данные присутствуют. И средняя стоимость квадратного метра 3666 евро, что, собственно говоря, достаточно серьезно отличается, 200 с чем-то евро на квадратном метре, видите, от нового жилья. Специально новое и старое на карте вверху, чтобы вы просто видели, какая разница. А внизу вы можете уже в целом посмотреть по локациям, которые вас интересуют, дублируются те же самые данные. Давайте посмотрим, что же за год произошло со старым жильем провинции Лимассола. Вот здесь, друзья, история совершенно другая. Или же прямо противоположно. Если новое жилье показывало динамику роста 4% в годовом измерении, то старое жилье, друзья, показало всего лишь динамику роста 0,5%, плюс 0,54%. Но давайте обратимся к графику и посмотрим, что происходило. Весь 2025 год до января 2026 года старое жилье также росло, как новое. А вот с февраля месяца, это у нас уже сколько раз, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, можно сказать, что тенденции, хотя тенденция — это когда вот уже 7-8 точно, уже до конца года будет, значит, снижение, если будем видеть отрицательную динамику снижения. Пока это предположительно тенденции, которые мы наблюдаем, зарождающиеся на рынке старого жилья города Лимассол. И до конца, скорее всего, года мы будем видеть ту же динамику снижения. Связано это, скорее всего, с переизбытком выставленного для продажи старого жилья, что не соответствует количеству покупателей. Соответственно, рынок вот таким образом корректирует стоимость недвижимости.